Лион против ПСЖ, грузинское дерби, противостояние Микаутадзе и Хвичи. Самое главное, что было в матче в этом ролике. Поехали! Друзья, всем привет! Ну вот буквально несколько минут назад закончился матч Лиона и ПСЖ. Знаете, все эту игру преподносили как противостояние Микаутадзе и Хвичи, но тренеры всех перехитрили, и не увидели мы ни одной минуты этого противостояния. Конечно, играют футболисты на разных позициях, но учитывая то, сколько отрабатывал Хвичи в обороне, мне кажется, мы бы это противостояние точно увидели, если бы футболисты одновременно находились на поле, но в итоге судьба сложилась совершенно иначе, но тем не менее голевая передача у Микаутадзе, голевая передача у Хвичи, и вообще, на мой взгляд, это были лучшие игроки на поле сегодня, ну, как минимум, точно одни из лучших в составе своих команд. Давайте начнем, наверное, с состава. Конечно, я не знал, стоит ли вообще ожидать появления сразу и Хвичи, и Микаутадзе в старте. Были предположения, конечно, хотелось это очень увидеть, но, знаете, почему-то казалось, что, может быть, Хвичу побережет Луис Энрике, но оказалось наоборот, Микаутадзе мы не увидели и Ляказета. Леон вот так вот от оборонки решил сыграть, ну а Хвича вышел уже на традиционном для себя в ПСЖ правом фланге. Любопытно, что рядом вышел Дембеле, на другом фланге играл Баркаля, а Дуэ играл чуть-чуть пониже. Вот опять эта четверка атакующих игроков была на поле с первых минут. И знаете, здесь как будто бы ПСЖ мяч забрал с самого начала, но очень высокий был прессинг со стороны ПСЖ. И Лион так, ну, изредка, но ходил в какие-то атаки. Но мне бросилось в глаза то, как Хвича Кварацхелия себя предлагал, постоянно открывался, просил мяч. И, знаете, неважно, с какой стороны шла атака, с какого фланга, по центру, или слева, или справа, везде Хвича появлялся и свою помощь таким образом предлагал. Запомнился момент в самом начале матча, 13-я минута, тогда Хвича такой пас со своей половины поля выдал на Дембеле. Дембеле опередил вратаря. Вратарь вообще, не знаю, как-то задумался, может быть, о жизни, не успел к этому мячу, и вот уже Дембеле там мог решать вполне, но защитник сыграл самоотверженно, там чуть не травмировался, влетел в штангу, выглядело это жестко, и вот так вот он угрозу отвел. На 26-й минуте Баркаля там завозился с мячом. Вообще, честно, не очень выглядел Баркаля в этой встрече, но и дело Хвича, потому что он действительно пришел на помощь Баркаля, даже не то. Опять вот, кстати, кто-то скажет, отдал ему передачу Баркаля. Нет, передачи не было. Хвича сам прибежал, мяч подхватил, который Баркаля чуть не потерял, и там создал атаку практически с нуля, обвел нескольких человек, такой полуудар, полупрострел нанес. Дембеле мог там теоретически дотянуться, вот вы видите, совсем рядом все было, но не получилось этот удар тоже, эта атака закончилась ничем. На 30-й минуте как будто бы первый опасный момент возник уже у ворот ПСЖ, но, знаете, все быстро перевернулось, потому что Дембеле убежал со своей половины поля, практически добежал до ворот, мог забивать, но опять там защитник вовремя под мяч подставился. Это был еще один опасный эпизод. Ну и, наверное, по первому тайму я хотел бы отметить еще, как Хвича в обороне отработал. И вообще, посмотрите на статистику Кварацхелии. Он действительно был лучшим игроком в этом тайме. Давайте посмотрим на цифры. 10 раз он выиграл единоборство со своими соперниками. Я вообще, вот когда сам матч смотрел вживую, я не видел даже ни одной ошибки. Он даже мяч ни разу не терял. Но на самом деле потом по статистике я видел, что такие потери были, но все равно их было очень мало. И вот о чем я уже сказал, он создал две голевые ситуации, которые, правда, не закончились забитыми мячами, но тем не менее, третий эпизод создал Дембеле, про что я уже сказал. 24 из 25 передач у него были точные, и представляете, это не какой-то там вратарь или последний защитник, а игрок атаки. Это тоже замечательный показатель, не могу его не отметить. Ну и 41 касание мяча всего за тайм. Помните вот тот матч, где Хвича играл в центре и играл ложную девятку и никуда оттуда не смещался. Это был матч с Тулузой, казалось бы, неделю назад. Видимо, Хвича действительно сделал выводы, и здесь уже такую свободу дает Кварацхелия. И тогда, если помните, меньше 50 касаний мяча у него было за 90 минут, а тут 41 за 45 минут. Мне кажется, это потрясающе. И очень много попыток дриблинга, и большинство из них успешные. 4 из 5 удались у Хвичи. Ну, в общем, блистательный тайм. Жаль только, что без голов обошлось. Ну и, наверное, стоит еще отметить, что 5 фолов заработал Кварацхелия. И вообще, когда он мяч брал, он его не отдавал просто так никому. То есть вот одна неточная передача и один неудачный дриблинг. А все остальные взаимодействия с партнерами или
попытки как-то мяч протащить вперед, они заканчивались обязательно развитием атаки. И вообще я видел, как-то, знаете, на поле в целом, что Хвича очень себя уверенно чувствовал, он понимал, куда можно двигать атаку, он понимал, куда можно смещаться. У меня ощущение, что он уже понимает все сильные и слабые стороны этой команды и очень умело ими пользуется. Такое ощущение, что порой даже, что он знает их лучше, чем его партнера по команде, который уже достаточно долго находится в ПСЖ. Вот тот же Витинья, который был признан лучшим игроком матча Лиги Чемпионов против Бреста, он как-то поаккуратнее. Вот, опять же, если вспоминать первый тайм, ну, было там, может быть, одно-два взаимодействия у него, когда он так игру брал на себя, но все равно все шло через Хвичу. И, не знаю, такими темпами, мне кажется, что скоро как в Наполе. Если не знаешь, что делать, отдай мяч Хвичу. Вот по такому принципу будут действовать партнеры по команде. Но я думаю, мы с вами только этому будем рады. Ну, давайте перейдем ко второму тайму. Кстати, еще если говорить про первый тайм, там Хвича немного и в обороне успел отработать. Не так много эпизодов было у ворот ПСЖ, но все же хотелось бы отметить. Статистика первого тайма на ваших экранах. Можете какие-то интересные моменты для себя тоже подметить. В самом начале, на 46-й минуте, вот Хвича вообще хорошо начинает вторые таймы в ПСЖ. Это уже такая тенденция. Монако, я напомню, он забил как раз-таки в начале второго тайма. 52-я минута, идет такая атака с левого фланга, там мяч до Хвичи не доходит, но тем не менее он отвлекает на себя защитников, пропускает его на Хакими, так счет становится 1-0. И буквально спустя 7 минут очень элегантно, так внешней стороной стопы, он скидывает мяч Дембеле, тот врывается в штрафную, красиво забивает мяч в дальний угол, счет становится 2-0. Луис Энрике решает: окей, все в порядке, все понятно, и начинает постепенно убирать всех своих лидеров. Там уходит и Баркаля, и Хвича, и Дуэ, и Дембеле. В общем, постепенно всех он с игры снимает. Вот это постепенно все происходит. И знаете, уже после этого, мне кажется, ну что такое? Ну Микаутадзе не выпустили. Ну досматривать ли вообще этот матч? Потому что как будто бы все понятно. Но вот на 80-й минуте все-таки Жорж появляется на поле, врывается, я бы сказал. Первое касание, он сразу же прокидывает мимо защитников ПСЖ смело, очень ярко. Вот знаете, как будто Леону грузинов не хватает, потому что Микаутадзе, вот это ватакатание, вот этот скромненький футбольчик, в который играл Леон весь первый тайм, он не хотел так играть, но и при счете 0-2 смысл играть в такой футбол. И вот Микаутадзе как танк ворвался в штрафную ПСЖ, покатил на своего партнера, у того была блестящая позиция, Доннарумму таким образом переиграли, счет 1-2, как будто бы опачки, все вернулось, сейчас есть шанс отыграться, но ПСЖ буквально тут же забивает третий мяч, очень командный гол, там тоже все было красиво, с левого фланга на правый, верная атака, Рамуш опять красиво пас отдал, Ликан, ну, в общем, красиво, можно только восхищаться, и Хакими забил еще один мяч, так счет стал 1-3. И опять как будто бы все понятно, Луис Энрике там прыгал, радовался. Но нет, Жорж Микаутадзе был на поле в составе Лиона. Опять он пытался там атаку двигать, развивать, удар через себя, какой просто конфетка, потрясающий. Доннарумма опять потащил, добивания там не получилось. Ну вот серия таких классных атак. И потом уже в добавленное время, когда комментатор там немного даже заснул, мне кажется, уже начал там просчитывать расклады, говорить. И вот в самой концовке встречи Жорж Микаутадзе дает еще одну передачу на фланг, ну, может быть, не такая острая, но грамотно. Мяч он придержал, приостановил, развернул атаку направо. Последовала передача, и там практически из вратарской Доннарумму поразил уже Коррентин Талиссо. Счет стал 2-3, потом травма у ПСЖ. И вот рядом, знаете, пахло жареным, как говорится. Микаутадзе там бегал вне себя как мог, мяч он и подхватывал, и атаки развивал. Забавно, что в самой концовке встречи уже вратарь Лиона побежал в чужую штрафную, пытаясь забить, но там, конечно же, ничего не получилось. И Микаутадзе несколько раз наносил удары, мяч был заблокирован. Вот так 2-3 в итоге Лион проигрывает ПСЖ. Грузинские футболисты на поле так и не встретились. 68 минут провел на поле Хвича Кварацхелия. Один из лучших он в составе ПСЖ, но Хакими только лучше. Все-таки 2 забитых мяча, 90 минут на поле. Этим все сказано. Ну и в обороне к Хакими нет никаких вопросов. Но Хвича второй, 8,6. Отличная оценка, голевая передача и вообще очень много вариативности и
такой креативности команде Хвича добавлял, вне всяких сомнений. Ну вот, что касается Жоржа Микаутадзе, он, вне всяких сомнений, лучше в составе Лиона. Ну что ты думал, Паулу Фонсека, куда ты его поставил только за 10 минут до конца матча? И то Жорж эти 10 минут по полной использовал. Посмотрите, сколько всего там наворотил. Первое же его касание мяча превратилось в голевую передачу. Первый же дриблинг стал успешным. Ну, в общем, эта атака была на заглядение. Мог, если бы еще через себя забил, но это была бы феерия. Я надеюсь, что Фонсека выводы сделает, и Жоржа будет ставить в состав почаще. Ну, вот таким был матч. Делитесь вашими эмоциями, вашими впечатлениями. Ну и обязательно пишите в комментариях, стоит ли продолжать подобный формат обзоров, потому что, ну, чтобы его делать оперативно и качественно, приходится мне сидеть допоздна, очень внимательно матч смотреть, порой жертвуя собственным сном. Поэтому мне важно понимать, интересен ли вам этот формат и хотите ли вы его смотреть дальше. Ну а если хотите, конечно же, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями и будем следить за грузинским футболом. Еще очень много было интересных событий сегодня в Европе, но о них уже, пожалуй, в другой раз. Всем спокойной ночи и до новых встреч.